Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечебные свойства и противопоказания зверобоя. Одно из наиболее эффективных в терапевтической практике растений – зверобой продырявленный или обыкновенный. Эта целебная трава вырастает до 30-70 см, цветет в июне-августе небольшими желтыми цветочками. Самые благоприятные места обитания – светлые лесные поляны и сухие луга. Для лечебных целей используют облиственные верхушки растения с соцветиями. Собирать их лучше всего с самого начала цветения, так как в этот период содержание полезных веществ максимально. В природе встречаются несколько видов трав, называемых зверобоем. Есть кустарники с таким названием и даже маленькие деревья. В народной медицине используют зверобой обыкновенный, продырявленный и зверобой четырехгранный. Различаются они как внешне, так и целебными свойствами совсем незначительно. В средние века бытовало поверье, что зверобой способен защитить от злых духов, привидений и ведьм. Его клали к ребенку в кроватку или подвешивали к люльке. Считалось, что так малышу будут сниться хорошие сны, и нечистая сила его не напугает. На свежей траве зверобоя гадали девушки на любовь, мяли стебли в руках. Если сок выступал красным, то чувство было взаимным, если бесцветным, то избранник был равнодушен. Зверобой брали с собой в дорогу путники. Считалось, что он защитит от нападения диких зверей и разбойников. Существует множество легенд о происхождении зверобоя. Так, у христианских народов его появление связывают со смертью Иоанна Крестителя. Когда ему отрубили голову, то на месте упавших на землю капель крови вырос зверобой. Поэтому по славянской традиции это растение называют Иванова кровь. В зверобое много полезных веществ, благодаря чему он и обладает целебными свойствами. Растение содержит флавоновые соединения, рутин, кверцетин и так далее, аскорбиновую и никотиновые кислоты, сапонины, сахара, каротин, токоферол, гиперицин, цетиловый спирт, холин, гиперозит, фитонциды, эфирное масло, дубильные, смолистые и горькие вещества. Целебные компоненты позволяют довольно широко применять это лекарственное растение. Его используют в качестве антибактериального, антисептического, болеутоляющего, ранозаживляющего, противоревматического, мочегонного, желчегонного, вяжущего, противоглистного средства, а также как регенерирующий препарат. Еще с древних времен применяли настои из травы зверобоя, приготовленные на воде, для лечения заболеваний сердца, ревматизма, простуды, гриппа, головных болей, заболеваний печени, желудка, мочевого пузыря, ночного недержания мочи, геморроя, воспаления женских половых органов. И только совсем недавно ученые-медики обнаружили еще одно полезное свойство зверобоя. Как показали клинические исследования, растение положительно влияет на нервную систему и обладает антидепрессивным эффектом. Это делает зверобой еще ценнее, так как он почти не имеет противопоказаний и не вызывает побочных явлений, в отличие от успокоительных лекарств химического происхождения. Рассмотрим состав зверобоя подробнее. Токоферол – это витамин Е, который необходим для защиты организма от разрушительного действия свободных радикалов. Каротин – предшественник витамина А. Он необходим для правильной работы глаз, обновления клеток кожи, борьбы с вирусами и бактериями. Дубильные вещества способствуют очищению ран от инфекций, снимают воспаление, ускоряют заживление. Никотиновая кислота необходима для правильной работы сердца и нервной системы. Витамин С повышает иммунитет, способствует восстановлению и обновлению хрящей связок, поддерживают тургор кожи, предотвращают перерождение нормальных клеток в раковые. Гиперицин и гиперфорин – особые вещества, которые обладают антидепрессивным действием. Гиперозит и рутин укрепляют стенки сосудов. Фитонциды – растительные антибиотики, которые обладают мощным противомикробным действием. Подобное сочетание биологически активных веществ в составе лекарственного растения позволяет использовать его при лечении многих заболеваний. Эта целебная трава хорошо зарекомендовала себя в индустрии красоты. Она обладает противовоспалительным, тонизирующим, антивозрастным и антисеборейным эффектом. Зверобой успешно применяется при угревой сыпи, повышенной жирности кожи, увядании и морщинах, облысении и перхоти, гнойничковых заболеваниях кожи, трещинах пяток. Угревая сыпь при обильных угревых высыпаниях на коже лица рекомендуется ежедневное вечернее умывание настоем зверобоя. Для этого необходимо взять 1 столовую ложку измельченной высушенной травы, залить стаканом кипятка и настаивать 20 минут. Умываться настоем нужно каждый вечер перед сном, полотенцем не промокать, не смывать, дать высохнуть на коже. Повышенная жирность кожи, если на коже быстро появляется сальный блеск, вам поможет крепкий отвар зверобоя.
2 столовые ложки высушенной травы нужно залить 1 стаканом кипятка, поставить на медленный огонь и варить 10 минут. После остудить, процедить и протирать лицо ватным диском, дать высохнуть, ополоснуть прохладной водой. Можно сделать маску из запаренной травы зверобоя. Для этого 2 столовые ложки сырья заливают 4 ложками кипятка, размешивают, дают настояться. Полученную кашицу накладывают чисто вымытое лицо, избегая области вокруг глаз. Держать маску необходимо 15 минут. Смыть прохладной водой. Делать не чаще 2 раз в неделю. Увядание и морщины, вернуть коже тонус помогут ледяные протирания и лосьон на основе зверобоя. Для ледяных протираний необходимо приготовить отвар зверобоя, остудить, процедить и заморозить, разлив в специальной формочке для льда. Каждое утро после умывания рекомендуется протирать лицо и область декольте кусочком такого льда. Для изготовления лосьона необходимо смешать стакан настоя зверобоя и смешать с 1 столовой ложкой водки. Протирать лицо и область декольте после умывания вечером перед сном. Облысение и перхоть. При облысении 1/3 стакана настоя зверобоя нужно принимать внутрь за 10 минут до еды 2 раза в день. Чтобы избавиться от перхоти, необходимо ополаскивать волосы после мытья настоем зверобоя, приготовленным по вышеописанному рецепту. Гнойничковые заболевания кожи. При гнойничковых заболеваниях кожу протирают отваром зверобоя. Для предотвращения распространения инфекции на здоровые участки обмывание проводят с помощью ватного диска. Диск следует смочить в отваре, слегка отжать, промокающими движениями обработать кожу на участке радиусом не более 3 см. Использованный диск выбросить, взять чистый. Повторить всю процедуру на следующем участке кожи. Трещины пяток. Для облегчения состояния показаны ножные ванночки. Для этого нужно приготовить 2 литра отвара из расчета 4 столовых ложки измельченной травы на пол-литра кипятка. Варить на медленном огне 5 минут. Налить в небольшой таз, остудить до температуры 45 градусов. Горячо, но терпимо. Опустить ноги и держать до остывания отвара. Активные вещества, которыми богат зверобой, сделали его травой от 99 недугов. В официальной врачебной практике используют как высушенное сырье траву зверобоя, так и лекарственные препараты, сделанные на ее основе. Растение применяется при следующих состояниях: воспалительные заболевания полости рта, воспаление десен, ангина, фарингит, стоматит, заболевания желчевыводящих путей и пищеварительного тракта, дискинезия, гипотония желчного пузыря, гепатиты, холециститы, вздутие живота, пониженная кислотность желудка, диарея, депрессивные состояния, бессонница, повышенная тревожность. Эффективность этой целебной травы при воспалительных заболеваниях полости рта обусловлена содержанием большого количества дубильных веществ, фитонцидов и бета-каротина. На основе экстракта зверобоя изготовлен препарат новоиманин. Он показан при гнойных заболеваниях кожи, абсцессах, флегмонах, инфицированных ранах, ожогах, воспалении глотки, гайморите. Эффективность его настолько высока, что он способен подавить рост даже золотистого стафилококка, который устойчив к препаратам пенициллина. Желчегонный эффект и способность нормализовать перистальтику кишечника при метеоризме и поносе связаны с содержанием растений и эфирного масла. Хорошо известна способность зверобоя устранять проявления депрессии. Многочисленные исследования показали, что у больных с легкими депрессивными состояниями эффективность препаратов на основе зверобоя даже выше, чем от классических антидепрессивных средств. Кроме того, растительный препарат не вызывает сонливости, заторможенности, не влияет на способность управлять автомобилем, не снижает скорость реакции. Антидепрессанты на основе зверобоя улучшают настроение, убирают тревогу, вызывают прилив жизненных сил. Прежде чем начинать терапию любыми лекарственными травами, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Это поможет избежать ошибок, цена которым – жизнь и здоровье. Ссылка на статью в описании. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.